Всем привет! Меня зовут Алина, и в этом видео я хочу рассказать вам ужасающую историю, которая произошла в США с девушкой по имени Митчел Данк. Она была видеоблогером и снимала видео для Ютуба. В один роковой вечер с ней произошло ужасное. А именно, девушка пошла на концерт, чтобы весело провести время, однако, к сожалению, ее нашли спустя несколько дней мертвой. И не совсем понятно, что же произошло с ней в этот вечер. Давайте вместе разбираться. Для начала я хочу рассказать вам о личности Митчел Данк. Ей было всего лишь 25 лет. Я думаю, что лучшим способом узнать о личности девушки – это посмотреть ее видео на Ютубе, поскольку она сама рассказывает о себе, о своих интересах и делится своими мыслями со зрителями. Итак, в своем первом видео Митчел делает себе макияж и параллельно озвучивает свои мысли на камеру. Она рассказывает, что ранее состояла в токсичных и тяжелых отношениях, в которых потеряла себя. Поэтому последнее время она старается снова найти себя и полюбить, разобраться в том, что ей нравится, и в целом стать более осознанной личностью. Также Митчел делится тем, что на этом пути самопознания она поняла, чем ей на самом деле нравится заниматься в свободное время. Это создание и монтаж видео, веселое времяпровождение с друзьями и прослушивание музыки. I've been really on this path of self-discovery, self-awareness, self-love, a lot of self-discovery, a lot of that. Only because I was in this weird, toxic relationship. Okay, so I really struggled with coming to terms with what I figuring out things that I like to do and what I like to enjoy on my free time. On this journey, I really learned that I really like recording. I really like editing. That's so freaking fun, but I just kind of started. I also really like taking photos and editing photos. That's really fun for me, really fun. На одном видео мы замечаем, что на стене у Митчел висят забавные портреты со своим же лицом. Также узнаем от нее то, что она любит пить кофе перед работой, умеет водить машину, планирует прийти на Хэллоуин в костюме кактуса. Девушка с улыбкой на лице утверждает, что путь к ее сердцу точно лежит через желудок, поскольку она обожает стейки и морепродукты. На других видео девушка примеряет, идут ли ей короткие волосы, делится со зрителями, как сделать 2 пучка или завить волосы. На другом видео кушает рамен на камеру, подбирает себе очки. Также в одном из роликов мы узнаем, что у нее есть собака. На кадрах видно, как Митчел любит своего питомца. На некоторых видео запечатлены кадры из семейных поездок. На другом видео радостная Митчел показывает свою новую покупку – оверсайз-футболку с изображением банки огурцов. В одном из роликов мы также замечаем младшую сестру по имени Мэгги. Она вместе с Митчел кушает еду и обсуждает ее вкус. К сожалению, эта жизнелюбивая девушка была лишена возможности радоваться жизни. Тяжело представить, что сейчас ощущают ее родственники и семья, поскольку девушка была в довольно теплых отношениях со своими сестрами и родителями. Как тяжело им было принять, что Митчел Данк уже нет в живых. Последнее видео девушка опубликовала чуть более 6 месяцев назад. В этом видео она делится, что испытывает социальную тревожность. Чтобы ее побороть, она хочет попробовать снимать в публичных местах. Заметно, как девушка волнуется перед тем, как выйти из машины и начать снимать себя в магазине. Очень грустно видеть последние кадры видео, снятые Митчел, на которых она смотрит Netflix, кушает печеньки, а рядом на кровати лежит ее любимая собака. Девушка и подумать не могла, что спустя несколько недель ее ждет такой ужасный конец. Это видео было добавлено на YouTube 7 августа 2023 года, совсем незадолго до убийства. Уже 26 августа Митчел была убита неизвестным на парковке авто. Итак, перейдем к самому инциденту. Это произошло 26 августа, а именно в США, в городе Атланта.
это крупнейший город штата Джорджия. Митчелл Данк отпросилась у своей мамы посетить музыкальное мероприятие в одном из клубов, чтобы развеяться и послушать музыку популярных диджеев. Девушка здорово проводила время и даже снимала материалы для будущего видео на YouTube. К сожалению, это был последний видеоблог Митчелл. На видео она выглядела счастливой, танцевала с друзьями в ночном клубе под музыку. Девушка делилась мыслями о своем наряде. Она описывала его как непринужденный и удобный. Она также добавила: «Я просто буду танцевать от всего сердца». Когда шоу закончилось, девушка покинула клуб и планировала возвращаться домой. Неизвестный молодой человек по имени Джейкейвус Арнольд увидел одинокую девушку и направился к ней. Он пытался выглядеть как добропорядочный гражданин, завязал диалог с Митчелл, спросив, не нужна ли ей помощь. Она, видимо, почувствовавшая что-то неладное, стала кричать ему «Отвали от меня», но он продолжал настойчиво предлагать помощь. В итоге девушка поддалась и сказала, что пытается найти свою машину. Он ответил ей, что поможет найти ее. В итоге, когда девушка и молодой человек пришли на лестничную площадку на парковке, он решил атаковать ее. Он накачал ее насильно наркотиками, повалил на землю и начал душить. Девушка пробовала защититься, она царапала его, но, к сожалению, у нее не получилось отбиться от нападавшего. После этого Арнольд приступил к насильственным действиям. Когда спустя какое-то время девушка пришла в сознание, мужчина стал снова ее душить, теперь уже до предсмертного хрипа. Девушка умерла, но это не остановило Арнольда. Еще в течение 20 минут он продолжал насильственные действия по отношению уже к неживой Митчелл. После всего содеянного убийца снял одежду с девушки и положил в свой рюкзак. Он сказал, что сделал это, чтобы скрыть свои ДНК-следы. Голое тело Митчелл он отнес под лестничную клетку, располагавшуюся на этой же парковке, и попытался скрыть тело девушки под газетами. Затем он покинул парковку, сломал телефон убитой девушки и выкинул его на улице. Потом вспомнил, что забыл свои солнечные очки на месте преступления. Вернулся обратно за ними и еще сильнее запихал тело девушки под лестницу. В конце концов, Арнольд окончательно ушел с парковки и выкинул вещи Митчелл из рюкзака в один из мусорных баков, а также воспользовался картой девушки на автозаправке для оплаты. Семья Митчелл, встревоженная ее пропажей, обратилась в полицию. Девушку нашли спустя 4 дня, а именно 30 августа. Ее тело лежало под лестничной клеткой, прикрытое газетами. Еще через 2 недели, 22 сентября, они задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний Джейкейвус Арнольд. В этом полиции помогла камера, установленная на заправке. На кадрах видно, как убийцы вместе с девушкой идут по заправке в поисках ее машины. Помимо этого, помогла также бабушка самого убийцы. Она узнала своего внука на записях камер видеонаблюдения. На них было видно, как он расплачивался картой Митчелл. Когда его задержали, ему были предъявлены обвинения в краже денег и телефона, похищении, изнасиловании, убийстве и некрофилии. 13 октября Арнольд предстал перед судом. Полицейский детектив Джерриан Шепард поделился ужасающими деталями произошедшего. He masqueraded as a good citizen by walking her around. He said they got into the parking deck. As we see on camera, he said he got into the stairwell. His words were, as they walked into the stairwell, she started scratching him. He said he drug her down, drug her up under the stairwell, threw her on the ground, choked her until she passed out. Как оказалось, это не первое похожее нападение со стороны Арнольда. Он признался позднее, что уже совершал подобные нападения сексуального характера на других девушек, а также признался, что убил одну из них. По его словам, он действовал точно так же. Предлагал помощь одиноким женщинам на улице ночью, нападал и душил своих жертв. Также известно, что в 2016 году он был осужден за причинение ущерба имуществу, а в 2023 за избиение и ограбление.
Дело еще ведется. Арнольд на данный момент находится под стражей. Что же по поводу семьи убитой девушки? Когда они узнали об этой новости, они были в шоке и ошарашены. Они не знали, как на это реагировать. Также известно, что когда следователь в суде рассказывал ужасные подробности этого нападения, семья Митчелл рыдала и плакала. Her family is suffering indescribable pain. A lot of emotions. Empty is one of them. Very sad and in shock. «Мои родители приехали сюда из Вьетнама после войны», сказала сестра Митчелл Мэри Данг сквозь слезы. «У нас было немного, но мы всегда были друг у друга». Отец девушки, Минь Данг, сокрушался. Ужасно, она просто наслаждалась собой, ночью и музыкой. Просто наслаждалась этим. Ночью мы спим вместе в общей комнате. Мы не можем отделиться, мы должны оставаться вместе, чтобы заполнить пустоту. Также двоюродный брат девушки писал: «Нам всем больно, что Митчелл больше нет здесь. У нее был такой добрый характер, и она заботилась обо всех, кто ее окружал. Ее любили все, и она не заслужила такой жестокой участи. Чтобы увидеть, какой она была, пожалуйста, загляните на ее канал на YouTube». Помимо этого был создан GoFundMe, чтобы поддержать семью убитой девушки и помочь им пережить утрату. Сейчас до сих пор ссылка рабочая, поэтому если вы хотите, вы можете поддержать эту семью. Также я нашла страничку семьи Митчелл в Инстаграме. Они до сих пор регулярно публикуют фотографии и посты в память о Митчелл. Помимо этого, они решили запустить флешмоб, который заключался в том, что люди путешествуют по разным странам и делают фотографии красивых мест с изображением Митчелл. В видео родственница Митчелл пояснила, что убитая девушка больше всего любила путешествовать, поэтому таким образом семья хочет воплотить ее желание в реальность. Как жаль, что такая жизнелюбивая девушка была лишена возможности наслаждаться путешествиями и времяпровождением с семьей. Okay, anyways, yeah. So thank you for watching. Yeah, bye. Перед окончанием видео я хочу поделиться с вами несколькими важными правилами безопасности. Во-первых, старайтесь не ходить на мероприятия одни, особенно ночью. Лучше найдите себе компанию, позовите с собой своего друга или члена семьи. Это может спасти вас, поскольку зачастую маньяки и убийцы ищут наиболее легкую для себя жертву, например, одинокую девушку. Во-вторых, носите с собой средства самообороны. Это может быть перцовый баллончик или электрошокер. Однако будьте максимально аккуратны в их использовании. И в-третьих, прислушивайтесь к своей интуиции. Данный ужасный инцидент является ярким примером этого. Ведь Митчелл изначально Арнольд не понравился. Однако она все-таки согласилась принять его помощь, что закончилось очень печально. Поэтому, если вам кажется, что человек что-то задумал, что он ведет себя подозрительно и странно, то лучше не связывайтесь с ним. Что ж, на этом видео подходит к концу. Буду рада, если поддержите меня лайком, комментарием и репостом. Также, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я беседую с вами и рассказываю о будущих видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!